Это был 487-й день полета. Звездный корабль «Прометей», направлявшийся к Альфе Водолея, замедлил скорость. Надо было отправить ракету на научную станцию, постоянно кружившую вокруг планеты Солярис. Старт ракеты был назначен на 12 часов 30 минут бортового времени. Крис Кельвин. Крис Кельвин. Готов к полету? Готов. Станция предупреждена. Сядешь как в кресло. Так что счастливого пути тебе. И счастливой посадки. Спасибо. У меня все готово. Внимание. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Будь здоров, Крис. Привет всем от нас. Пока. Тогда мне казалось, что я лечу в привычный, знакомый мне мир. На Солярисе меня встретит Гибарян, мы с ним дружили еще при жизни моей жены Хари. Встретят новые товарищи по работе, Снаут и Сарториус. Мы отпразднуем прилет, и начнется наша долгая звездная вахта. Я летел и беспокоился лишь об одном – не пропустить время выхода на связь. Станция Солярис. Станция Солярис. Я Кельвин. Я Кельвин. Вхожу в зону финиша. Прошу следить за стабилизацией энергополя. Я Кельвин. Прием. Станция Солярис. Кельвин. Все в порядке. Вы под контролем. Станция Солярис. Кельвину. Приготовиться к посадке. Я Кельвин. Я Кельвин. К посадке готов. Станция Солярис. Кельвину. Посадка окончена. Выключить контакты. Открыть люк. Конец.
Кто принимал меня? Принимал контрольный автомат по пуску и приему ракет. Где люди? Внутри станции. Это что, у вас обычай так принимать гостей? Ракета принята правильно. Контроль посадки. 0,0 секунд. Стабилизация в норме. Микрореактор выключен. Снаут? Доктор Снаут? Не знаю тебя. Не знаю. Что с тобой? Ты болен? Заботливый. Будешь заботиться. Но почему? Я ведь не знаю тебя. Что ты там шепчешь? Что тебе надо? Где Гибарян? Так ты пришел к Гибаряну? Да? Не ко мне. К Гибаряну. Где он? А ты не знаешь, да? Господи, Снаут, приди в себя. Откуда я могу знать, если я только что прилетел? Прилетел? Откуда прилетел? С земли. Может, слышал о ней? С земли? Ты Кельвин? Дошло, наконец. Ну, что ты на меня так смотришь? Что во мне удивительно? Нет, ничего. Это так просто от внезапности. Я не ожидал. Как не ожидал, Снаут? Сообщение вы получили давным-давно. Перед отлетом радист Прометея снова радировал вам. Даже автоматика знала. Это что, у вас обычай так принимать новеньких? Ты прав.
получилось неловко. Ну, у нас тут некоторый беспорядок. Вижу. Вижу. Трудно не заметить. Крис Кельвин. Ну, может быть, ты устал? Хочешь принять ванну? А? Или ты голоден, поесть что-нибудь? Или вот вина. Нет. Нет, Снаут, нет. Где Гибарян? Слушай, дело в том... В общем, пока тебе придется довольствоваться только моим обществом. Ну, ты не суди по первой встрече, я вообще-то веселый. Ты со мной не соскучишься. Снаут, где начальник станции Гибарян? Ты скоро узнаешь. Да, мне очень жаль. Мне очень жаль, Кельвин, что я тебя так встретил. Но пойми, это не только моя вина. Здесь было много всего. Ну, вот забыл о твоем прилете. Ну ладно. Ладно, Снаут, ладно, все в порядке. Так что же все-таки с Гибаряном? Где он? Он улетел? Нет, он не улетел. И не улетит. Потому что Гибарян... Что? Что ты хочешь сказать? Что-нибудь произошло? Произошло. Несчастный случай? Когда? Вчера утром. Кто это? Подожди. Слушай, нас, людей, было трое с Гибаряном. Теперь с тобой тоже трое. Ты знаком с доктором Сарториусом, знаешь его? Ну, так же, как и тебя по фотографии. Ну, я думаю, ты его узнаешь. Он теперь в лаборатории. Теперь слушай. Если ты встретишь кого-нибудь, понимаешь, не меня и не Сарториуса, То что? то вот не делай ничего. А кого я могу встретить? Привидение? Ты думаешь, что я сошел с ума? Да? Пока нет. Просто не могу тебе сказать по-другому. Пока не могу. Может, ничего и не произойдет. Но на всякий случай я тебя предостерегаю. А чего знал? Не теряй головы. Владей собой. Будь готов ко всему. В нашем положении это
Это единственный выход. Ну, о чем ты говоришь, Снаут? Что я увижу? Не знаю. Это зависит от тебя. Что, психоз? Галлюцинации? Нет, 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 это реально. Поэтому будь готов ко всему. Я тебя предостерегаю. Реальные живые существа. Я не понимаю, Снаут. Поймешь. Ты поймешь позже. Ну, хорошо. Ты так и не сказал, что произошло с Гибаряном. Где вы его нашли? В шкафу. Он был мертв? Сердце еще билось. Пытались спасти? Не успел. В шкафу? Почему? Не знаю. Стоял там, между комбинезонами. Да я... Вот. Составил предварительный протокол. Причина смерти – прием смертельной дозы перностала. Самоубийство. А причина, Снаут? Нервное расстройство, депрессия. А впрочем, ты в этом разбираешься значительно лучше, чем я. Я знаю только факты. Гибарян принял смертельную дозу перностала, спрятался в шкаф. Это не депрессия, не нервное расстройство, а острый психоз, паранойя. Но что его могло так до смерти испугать, Снаут? И почему Сарториус не подписал? Не появляется. Сидит у себя в лаборатории. Ты был у него? Не отпирай. Не отпирает? Может быть, он еще и забаррикадировался? Может быть. По-моему, вы здесь все посходили с ума, Снаут. Это было бы счастьем. Если б Гибарян хоть на минуту подумал, что он сумасшедший, он бы не покончил с собой, он бы жил. Значит, вывод протокола нервное расстройство – ложь? Конечно. Почему ты не написал правду? А что я должен был написать? Не хитри, Снаут. И так все запутано. Давай говорить в открытую. Значит, не скажешь. Я не могу. Правда, я не могу. Я к Сарториусу, в лабораторию. Ты будешь здесь? Будь осторожен. Помни, держи себя в руках. В любом случае. Этот разговор со Снаутом, эти шаги, все это было непонятно и сложно. Я пытался успокоить себя. Станция высоко над планетой, герметически закрыта, бронирована. Кто может проникнуть в нее? Я не хотел поддаваться страху и ничего не мог сделать с собой.
Доктор Сарториус, это Кельвин, новый сотрудник. Мне необходимо увидеться с вами. Доктор Сарториус, я Кельвин. Я прилетел 2 часа назад с корабля «Прометей». Здесь никого нет, я один, откройте. Доктор Сарториус, я знаю, вы здесь. Откройте дверь. Черт возьми, считаю до 10, потом высажу дверь. 1, 2. Я открою, но вы должны обещать, что не войдете внутрь. Тогда какого черта открывать? Я выйду к вам. Ладно, обещаю. Слушаю. Добрый день. Я Кельвин. Вы должны были слышать обо мне. Я работаю, вернее, работал с Гибаряном. Но я узнал, что его нет в живых. Да. Кто нашел его первым, вы или Снаут? А почему вы спрашиваете меня? Разве доктор Снаут не рассказал вам все? Я хочу услышать от вас. Что вы можете сказать? Вы ученый, доктор Кельвин? Да. А я думал, вы сыщик. Вы нагло врываетесь в мою лабораторию во время работы, угрожаете высадить дверь, разговариваете со мной так, как будто я на подозрении. Вы есть на подозрении, и вы прекрасно знаете, что это вам... Если вы сейчас же не извинитесь передо мной, я подам на вас жалобу в первой же радиосводке. Это я должен извиниться. Вместо того, чтобы встретить, как полагает, один пьет, другой секретничает. Хорошенькое дело. Называйте себя учеными, Пожалуйста, уходите. Я приду позже к вам. Я сделаю все, что хотите. Только уходите сейчас. Уходите! Что? Познакомился? Он не один. Значит, у него гости. Снаут, почему ты не скажешь, что это такое? Ведь все равно рано или поздно я узнаю. Так зачем же дурить мне голову, напускать таинственность? Поймешь все сразу, когда придут и к тебе. Кто? Кто придет? Не знаю. Устал я сегодня. Все мы устали. Вот что, пойди-ка ты отдохни, твоя каюта свободна.
Значит, я все еще сплю, раз ты пришла. Я все еще сплю. Нет! Нет! Это невозможно. Ведь ты же давно, 10 лет назад... Что невозможно, милый. Откуда ты взялась? Не знаю. Это плохо? Давно? Не знаю. Просто пришла и все. Разве это важно, когда? Откуда ты пришла? Откуда узнала, где я? Понятия не имею. Пришла и все. Ты доволен? Ну, ведь ты же, Харри, ты же ведь... Ах, это... Наверное, от укола. Не помню. Не помнишь? Она не помнила. А ведь это был след укола, от которого умерла Харри. 10 лет назад мы похоронили ее там, на земле. Что же было здесь? Я еще не понимал, что. Я лишь знал, это существо не Харри. Это копия, подделка. Внешность, голос, интонации, даже возраст. Те же 19, как в год смерти. Смотреть на это было невыносимо, и все же я смотрел. Смотрел и думал, что знало это существо о себе, обо мне. О том, что когда-то произошло между мной и Харри. Что оно вообще знало. Где твои вещи? Мои вещи? Не знаю. У тебя только это платье? Не знаю. Может, они в шкафу? Там только комбинезоны. Крис, знаешь, у меня такое ощущение, как будто что-то случилось. Я как будто что-то забыла. Очень многое забыла. Знаю, помню только тебя и себя, и ничего больше. Скажу, я была больна. Да. Это можно назвать и так. Ты была немного больна. Потому, наверное, плохо с памятью. Возможно. А как у нас с тобой? Хорошо или плохо? Ну, как нельзя лучше. Раз ты так говоришь, значит, плохо. Ну, что ты? С чего ты взяла? Харри, налей мне воды, пожалуйста. Вот что, я должен уйти, Харри. Ты подождешь меня, хорошо? Может быть, ты голодна? Принести тебе что-нибудь? Голодна? Нет. А тебя долго ждать? Нет.
Около часа, не больше. Нет, я пойду с тобой. Это невозможно, Харри. У меня дела, ты должна остаться здесь. Нет. Почему? Не знаю. Не могу. Почему не можешь? Не знаю. Не могу. Мне кажется, что я должна тебя все время видеть, понимаешь? Все время. Ну, ты скажешь все время. Ты не хочешь пить? Я сейчас принесу. Я сейчас только сладкого добавлю. Помню, я больше всего боялся не того, что снотворное не подействует, а что она откажется пить. А мне нужен хотя бы час свободы, прийти в себя, посоветоваться со Снаутом. Я должен был освободиться от нее, все равно каким способом, лишь бы освободиться. Ты сердишься? Ну что ты? Ты хочешь отдохнуть? Да. Як? Помнишь? Помню наши песни. Пусти. 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 Ой, Что ты с ним делаешь? сама не знаю. Я веду себя как сумасшедшая, да? Ой. Ну и ты тоже хорош. Сидел такой торжественный, как космонавт перед стартом. Как кто? Космонавт. В этом есть что-то. Харри, я должен идти. Если хочешь, пойдем со мной. Вот здорово. Пойдем вдвоем. Да, только ты должна одеть комбинезон. Мы полетим вместе. Полетим вдвоем. Еще лучше. Помоги мне. Ну, помоги же мне.
А вот и мы. Пошли. Пошли. Ракета готова к полету? Готово. Микрореактор заряжен. Управление рулей и дюз в порядке. Кислородная аппаратура. Климатическая установка. Исправна. Переведи ракету на дистанционное управление. Ну что, поговорим? Были гости, а? Да. Быстро тебе удалось от них избавиться. Да. Здорово ты за это взялся. Раз, два. Засадил в ракету, выстрелил. И готово. Ну что ж, считай, что 2, а то и 3 часа у нас теперь есть свободно. Ну давай, рассказывай. Сердишься на меня, да? А ты поверил бы, если бы я тебе рассказал все, что здесь происходит? Ну скажи, поверил бы? Ладно. Теперь будем разговаривать на равных. Рассказывай. С Гибаряном это случилось с первым. Он заперся у себя в лаборатории, разговаривал только через дверь. А мы решили, что он с ума сошел. Кричит на разные голоса, ломает мебель и требует, чтобы мы не входили. Он хотел, чтобы мы дали ему возможность как-то это классифицировать, что ли. Он ведь был настоящий ученый. Он, очевидно, ставил опыт и хотел в этом разобраться. А вы? А мы ждали. А через 5 дней решили выломать дверь. Хотели ему помочь. И тогда он, чтобы вы не увидели, кто у него... Да. Именно тогда. Ты теперь понимаешь? Каждому свое. И не очень-то хочется, чтобы кто-нибудь посторонний это видел. А он не знал, что нас уже тоже посетили свои гости. Думал, что это с ним, с одним. Ну и поторопился. А мы не имели тогда опыта. Что с него толку? А еще неизвестно, как поступил бы ты, если бы я не предупредил тебя. Пойми, кто это будет, я не знал, этого нельзя знать. Но я тебя предупредил, чтобы ты был готов ко всему.
Послушай, раз уж у тебя опыт, скажи, то существо в ракете, что с ним будет? Тебя интересует, вернется ли? Вернется и не вернется. Не говори загадками. Мы не можем себе позволить роскошь таиться друг от друга. Это очевидно, ты все-таки не понимаешь, что здесь происходит. Или постой. Ты можешь сказать, кто это был? Моя жена. Мы с ней... В общем, она убила себя, сделала укол в руку. Самоубийство. Да. Это все. Это не может быть всем. Ты говори до конца. Хорошо. Мы с ней поссорились. Я наговорил ей кучу слов. Ну, знаешь, как говорят, со зла. Забрал вещи и ушел. А дала мне понять, что покончит с собой. Я сначала не поверил в эти слова. Я думал, она испугается, ее даже царапина пугала. Потом я вспомнил, что оставил в шкафу яды. Как-то принес из лаборатории для работы. Даже объяснил, как они действуют. Сначала я хотел пойти. Потом подумал, она решит, что я принял ее слова всерьез. На третий день я пошел. Она уже была мертвой. Лежала, сжавшись в комочек. Лицо спокойное, тихое, как будто спала. Вот. Оставила мне открытку. Вот уже 10 лет я ношу ее с собой. Это последнее, что у меня осталось от нее. Да, я понимаю. Трудно считать себя невольным убийцей, но это не самое страшное. Пойми, то, что уже случилось, это страшно. Но гораздо страшнее то, что не случилось. Никогда. Не понимаю. Мы говорим, нормальный человек, тот, который не сделал ничего мерзкого. А ты уверен, что он об этом никогда не подумал, об этом мерзком? Или даже не он подумал, а в нем что-то такое подумало. Он тут же забыл, зная, что это никогда не совершит. И вот теперь вообрази, что ты это встречаешь. Вот из тех своих мыслей. Воплощенная в кровь и плоть, прикованная к тебе, неистребимая. Что же это такое? Это то, что мы так давно хотели. Контакт с иной цивилизацией. Теперь вот мы его имеем. Этот контакт. Ты считаешь, что это плазменный океан Соляриса, что это он? Но зачем ему? Я знаю только одно. Гости появились первый раз через 8 или 9 дней после нашего эксперимента с рентгеном. Мы послали в плазму Соляриса сильный пучок жестких лучей. Очевидно, океан как-то ответил на это. Может быть, прозондировав наши мозги, он извлек оттуда какие-то отдельные островки психики. Понимаешь? Психики, островки. Да. Ну, какие-то уголки, какие-то замкнутые воспоминания, то, что мы старались забыть, заглушить. Океан воспринял это, смоделировал и стал посылать как свои произведения сюда.
Как же они попадают внутрь? Ведь станция абсолютно герметична, закрыта броней. Понятия не имею. Чаще всего мы встречаем гостей после сна. Ну, спать-то ведь хоть изредка надо. Скажи, Снаут, а эти гости, их можно уничтожить? Нас с тобой можно уничтожить, а их нет. Что же это за существа? Субъективно они люди. Они только совершенно не дают себе отчета в своем происхождении из нашей психики. А во всем остальном они ведут себя так, ну, в общем, их поступки соответствуют тем записям в нашей памяти, по которым их создал океан. А что Сарториус? А что Сарториус? Сарториус, он старается быть нормальным, а для него это значит быть официальным. Ты знаешь, я был с ним как-то в одном переплете. В общем, на 8 у нас остался только аварийный запас кислорода. Все, конечно, нервничали, срывались. Он каждый день брился, чистил ботинки и был официален до ужаса. И представь себе, это нас как-то даже подбадривало. Что вы намерены делать? Я тебе честно скажу. Я не знаю. Я безумно устал от этого. Мне кажется иногда, что я сойду с ума, или вот как Гибарян. Мне кажется, надо уничтожить станцию, ликвидировать, сбежать в ракетах, послать сигнал на Землю о срочной помощи. Конечно, на Земле решат, что мы помешались. Бывали же такие случаи коллективного помешательства на изолированных станциях. Ну и запрячут нас куда-нибудь в санаторий. Это может быть даже неплохо. Покой, тишина, белые халаты. Итак, сложившаяся ситуация требует серьезного размышления. С одной стороны, мы добились того, чего не могли добиться наши многочисленные предшественники. Контакт с океаном установлен. С другой стороны, мы все являемся объектом неизвестного эксперимента, который проводится над нами насильно, без учета наших желаний. Вот именно эта вторая сторона, уважаемые коллеги, кажется мне весьма серьезной. Мы не вправе допускать дальнейшее насилие над представителями Земли. Это компрометирует человечество. Что же вы предлагаете? Необходим временный перерыв в работе станции до тех пор, пока на ней установятся нормальные условия жизни. То есть до тех пор, пока не кончится контакт с океаном, я так вас понял? Я уже сказал, до восстановления нормальных условий для работы. Ты пойми, Крис, дело не в том, что хочется, а в том, что еще возможно. Удрать. Очень ты смелый, я на тебя посмотрю. Как бы ты вел себя, если бы побыл в нашей шкуре подольше? Но ведь гости, наш единственный контакт с океаном. А вы хотите его уничтожить? Как же так? Даже если мы ничего не узнаем об океане, он о нас узнает многое. Вот именно. Наше прошлое, нашу чудовищную безобразность, наш позор. Перестаньте. Я не думаю, что океан имеет намерение уязвить нас.
Я думаю, что это неприглядная сторона эксперимента целиком ускользает от него, находится за границей его понимания. Возможно, вы и правы. Тем не менее, я не согласен быть подопытным кроликом. Для серьезных ученых это слишком унизительная ситуация. Унизительная. Сколько замечательных ученых на себе испытывали свои открытия, ставили смертельно опасные опыты, и они не считали себя кроликами. Не забывайте, что мы не в силах управлять событиями. А если эти существа проявят агрессивные намерения? Ведь мы не в силах их уничтожить, а они нас могут. Не можем же мы все время использовать ракеты? Да, да, и их не так много и осталось. Ну, хорошо. Хорошо, если мы овладеем положением, найдем способ познать структуру этих существ, найдем способ, позволяющий нам избавляться от гостей в любое для нас желаемое время. А пока что терпеть этот кошмар изо дня в день, из часа в час, да, вот это ты предлагаешь? Коллега Снаут правильно ставит вопрос, и я склонен поддержать его. Мне трудно убеждать вас. Я не знаю, кто ваши гости. Снаут сказал каждому свое. Поэтому мне трудно судить, насколько тяжело вам, но поверьте, что возникновение давно умершего, дорогого тебе существа, в смерти которого ты повинен, тоже не из легких. Но ведь мы не ищем легкой жизни. Когда мы отправляемся в космос, мы готовы ко всему, к одиночеству, к смерти, к страданиям, к борьбе. Оказывается, этого мало. Оказывается, наша готовность недостаточна. Мы как-то забыли, что среди звезд нас может встретить новое, неожиданное, невероятное. Мы забыли, что космос — это не увеличенная до размеров галактики Земля. Это новое качество. Перед нами новый мир, и мы обязательно должны познать его, обязательно. Может быть, потребуется много времени, средств, новых жертв. Но отказавшись от познания, мы лишили бы себя права называться учеными, людьми. Насколько я понимаю, коллега Кельвин призывает нас остаться. Ну, не знаю. Не знаю. А может быть, как Гибарян. Но ведь он самоизолировался, поэтому и не выдержал, а настроен. И мы знаем, на что идем. И еще. Если мы откажемся, улетим, то станция останется, и кто-то другой вынужден будет заниматься этой проблемой. Почему? Потому что нам тяжела эта ноша? Потому что мы хотим переложить ее на другие плечи? Формально вы правы, коллега. Да что говорить, конечно, прав. Я еще не кончил. Повторяю, формально вы правы. Но есть ли у вас уверенность в том, что, оставшись, мы чего-нибудь достигнем? Другого выхода нет. В нормальных условиях я счел бы ваше предложение неприемлемым. Но принимая во внимание специфическую ситуацию, я делаю исключение. Я согласен остаться, доктор Кельвин. За 3 новые жертвы науки. За ваше здоровье, коллеги. Ну что же, давайте встретимся завтра, проверим наши наблюдения, обменяемся мнениями. А гости? Или ты уже забыл о них? Есть внутренняя связь телеаппарата. Значит, договорились? До завтра. До завтра. До завтра.